Привет, народ. Привет, привет. Вчера не удалось нам поиграть в ремастер, так как оказалось, ремастер этот конфликтует с новым поколением процессора, вот AMD именно, вот почему-то. Ну, спасибо Remedy. Придется проходить оригинал. А проходить я его хочу, потому что у нас дальше Control, а дальше Alan Wake 2. Полностью надо разобраться во вселенной. Поэтому приятного просмотра. Будем сейчас начинать. Кстати, интересный момент, они даже менюху не перерисовали толком. Так, ну, погнали. Играем на нормальном. Поехали. Приятного просмотра. Стивен Кинг как-то писал, что кошмары не подчиняются логике. Не стоит пытаться их объяснить. Это уничтожает поэзию страха. В страшной истории жертва постоянно спрашивает почему, но объяснения нет. Неразгаданная тайна. Вот что остается с нами дольше всего. Вот что мы вспоминаем в конце. Меня зовут Алан Вейк. Я писатель. У меня всегда было живое воображение. Но этот сон вывел меня из равновесия. Он был диким, жутким и странным даже для меня. Да, все началось со сна. Как это обычно бывает в кошмарах, я опаздывал. Я, сломя голову, несся к цели, к какому-то маяку. Что там была за срочность, я не помню. Торопясь туда, я гнал по прибрежной дороге. Я не заметил автостопщика. Он умер. Я был уверен, что меня посадят, и я никогда больше не увижу Элис. Да, ну, походу, даже не перерисовали. Внезапно тело исчезло. Эпизод 1. Ночной кошмар. Я был в шоке после аварии и едва стоял на ногах. Мне нужно было к маяку. Я знал, что там меня ждет что-то важное. Маяк Рейн Коу Пойнт. А что у нас тут? Что-то блестит. Мост обрушился. Нужно найти другую дорогу к маяку. Ты даже не узнаешь меня, а, писатель? Ты богом себя возомнил, а? Думаешь, можешь писать все, что в голову взбредет? С людскими жизнями бы надо добавить переживаний? Теперь ты сам эту историю на собственной шкуре прочувствуешь. Ты жалок. Если бы не твой редактор, твои книги было бы вообще невозможно читать. Больше ты не издашь ни одной дерьмовой книжонки, потому что я убью тебя. Ничего в твоих книгах нет! Никакой художественной ценности!
Паршивый из тебя писатель! Дешевые ужастики, полные претенциозного дерьма! Все, на что ты способен! Взгляни на меня! Полюбуйся на свое творение! Твой срок вышел! Черт. Тебе меня не остановить! Я понял, что автостопщик — персонаж книги, над которой я работал. Это помирать от рук собственного творения! Сюда! Сюда! Скорее! Мистер Вейк, это я, Клей Стюарт, помните? Быстро заходите внутрь, нельзя терять время! О, нет! Дай! Нет! Черт подери, сдохни! Нет! 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 Я в ловушке. Выхода не было. Умри, 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 умри. Я пока не особо не вижу разницы между оригиналом и ремастером, не считая только того, что оригинал не лагает. Дом был смертельной ловушкой. Нужно выбираться. Ну, Иди на свет. Ты ранен. Тебе нужно выйти на свет. Там ты в безопасности. ага. Фонари нас хилят. Это хорошо. Прекрасно. У меня важное сообщение для тебя. Оно звучит так. И не понять умом, что за гранью озера, где его был дом, лежал глубокий темный изумрудный цвет, где волны хоть и дикие, но далеки от бед. В портах его бывал мой след. В портах его бывал мой след. Ты понимаешь? Нет. Иди на мой свет. Я проник в твой сон, чтобы научить тебя. Тьма опасна. Сейчас она спит, но я почувствовал тебя. Когда тебя почувствует она, то проснется. Я должен спешить, поэтому покажу тебе только самое важное. Сейчас. Только свет сможет прогнать тьму и снова сделать его уязвимым. Вот, возьми свет. Наведи на него свет фонарика и выжгите.
Ты это сделал. Теперь тьма его не защищает, но она внутри. Управляет. Его не спасти, он все еще опасен. Он все еще твой враг. Вот, возьми оружие. Я понял. Умрешь. Хорошо, у тебя все получилось. Запомни, чему я тебя учил. Это все. Теперь я верну твой сон. В кошмаре чудовищная тьма охватывала мир. Маяк оставался последним безопасным местом на Земле. Стрелять можно и так. Ну, хорошо. Возьмем патроны. Это ты выдумал меня. И теперь вот и все, Уэйк. Блять. А, то есть светить фонариком не обязательно усиленно. Все, понял, принял. Ракетница. Интересно. Ты мертвец, как и Тут дух. Не жди, что я устану. Не, ну интересно. Ядрить. Ядрить. Привет, привет. Ну, я пока что не в курсе, нафига то кофе. Но будем разбиваться. Ага. Он здесь. Алан, проснись. Малыш, тебе приснился кошмар. Все хорошо. Ты задремал. Верно. Кроме дремы, рассчитывать не на что. Взбодрись, красавчик. Мы приехали. Да-да-да.
Почему в те года любили делать игры, начало игр с пролетом над водой? Мафия, РДР, вот эта игра. Они ж с одного поколения, плюс-минус. Welcome to Bright Falls. Ну да, Давай красиво. хотя бы изобразим отдых. Пойди встань рядом с тем дедушкой. Я сфотографирую тебя на фоне города. Да. А Я дедушка даже дам рад тебе будет? заголовок к снимку. Парень из города за секунду до того, как был съеден медведем. Здравствуйте. Вы выбрали отличное время для приезда в наш город. День Да ты оленя шо? всего через 2 недели. День оленя, а? Ты слышала, дорогая? У вас прелестная жена. Простите за фамильярность. Меня, кстати, зовут Пат Мэйн. Рад знакомству. Да, я Алан Вейк. Не стану делать вид, будто не узнал знаменитого писателя, мистер Вейк. Мое почтение. Я сам большой любитель книг. Не сочтите за дерзость. Я веду ночную передачу на местной радиостанции. Но не могли бы вы... Да, дать мне кстати, похож. Слушайте, мистер Мэйн, я в отпуске. По сути, я был бы признателен, чтобы мое присутствие здесь осталось только между нами. Я уверен, вы поймете. Разумеется. Можете на меня положиться. Но если все же передумаете, найти меня несложно. Приятного вам отпуска. Замечательно. Я сделала пару отличных снимков, а ты уже нашел друга. Это мило. Да. Да? Эй, бестселлер! Как там мой любимый писатель? Ты уже добрался? Барри? Да, только добрались. Местные не досаждают? Ты только скажи, я тут же на самолет и мигом примчусь охранять твой покой, Ал. Нет, Барри, мы в порядке. Супер, супер. Главное убедиться, что ты сможешь отдохнуть и перезарядиться. Ну, как местечко? Уже чувствуешь творческий подъем? Барри, Да-да-да, мы только по-любому. добрались. Хорошо, Ал. Я перезвоню позже убедиться, что у вас все хорошо, а ты перезвони, если будут проблемы. Лады? Лады. Я всегда на связи, приятель. Будем на связи. Я тоже тебя люблю, Барри. Вот если бы не Ты текстуры же знаешь, машин, что он и будет не позвонить отличил бы каждые этот 5 минут? Барри есть Барри. Я всегда оригинал могу от отключить телефон. Что я и говорила. этого, от ремастера. Текстовое сообщение от Барри. Он и тебе передает привет. Алан, мы на месте. Пойдем к машине. Да подожди ты со своей машиной, тут еще мужик. Посмотрим, кто посмеется последним, городской парень. И вам хорошего дня тоже. Ну да, ремастер такой себе, ну там текстуры хотя бы подкрутили. Все будет по высшему разряду. Дура, я уже и так всё возле устроила. машины. Я поведу машину и даже сумки дотащу. Тебе Чего, надо только блядь? залезть в машину и наслаждаться поездкой. Да, звучит, будто у тебя ленивая скотина, а не муж. Ага, только я все равно его люблю. Идем. Ах ты кончезаспа. Блин, ну это же машина наша, не? Я же на ней ехал во сне. Или она... Ой, Нужно заехать в закусочную и взять ключ у хозяина дома. Мистер Карл Стаки. Он нас ждет. Я заправлюсь, а ты сходи за ключом. Я вернусь минут через Линкольн. 15. Конечно. Алан, спасибо, что поехал. Люблю тебя. Езжай. Я буду паинькой. Я и забыл, что бывают такие городки. Города, где все всех знают. Добро пожаловать в дорогой олень. Привет, вы мне поможете? Я Мистер ищу... Уэйк? Алан Уэйк? О боже, я ваша большая фанатка. Я знаю, заметил. вам все время это говорят, но я реально она. Мне приятно Ну да, но слышать. модель-то Линкольн. Роуз. Роуз, я ищу мистера Стаки. Карла Стаки. Карла? А, конечно, мистер Уэйк. Должно быть, в уборную отошел. Сейчас вернется. Не верю. У меня же есть все ваши книги. И одна. Брала ростовую фигуру из книжек, когда ее убрали. Алан Вейк. Внезапная Вы остановка. храните ее здесь? Что ж, хорошо. Рад за вас.
Да, вот тебе и тихий отпуск. А так, глядишь, когда-то и мой баннер так Кофе, будет только стоять. чур не винить меня, когда вы в него влюбитесь и загрустите, что приходится уезжать. Посмотрите на Расти. Он уже не человек. В организме не осталось ничего, кроме черного кофе. Да, в этом и похоже. А вы надолго? Сделай одолжение, сынок. Сейчас бы музыку послушать. Номер 6 в музыкальном автомате. Кокос и лай. Я бы сам сходил. Да что-то ноги уже не держат. Плохое кровообращение. Ха-ха. Ну да. Серьезно? Кокос и лайм снова? Ты отвратителен мне. И ты еще называешь себя рокером. Его иногда заедает. Тресни по нему как следует. О, обучение. QTE-шек. Про это и говорю. Ага. Ну все, я умер и отправился в ад. Ты кто такая? Не ходите туда, молодой человек. Тьма навредит вам. Мне кажется, я справлюсь с этим, мэм. Я не хотел ждать. Я хотел найти Стаки, чтобы взять ключи и сбежать отсюда, чем скорее, тем лучше. Официантка приносила мне головную боль. Впрочем, как и все ярые фанаты. Иля какой. Выебывается. Эй! Мистер Стаки? Бабка по-любому что-то знает. Встретить ему не здоровится. Вот ваши ключи и схема проезда к озеру. Хорошо. Приятного отдыха в моем доме. Позже я зайду навестить вас, как и вашу жену. Я настаиваю. Спасибо. Женщина, вы очень интересная женщина. Озеро Колдрон — особое место и очень вдохновляющее. Как может место вдохновить что-то написать? На этот раз вам повезло, молодой человек. Вы могли навредить себе во тьме. Это и вправду нужно починить. А после я должна напомнить царе, чтобы сменила лампочки в участке. Давно пора это сделать. Лучше уж это, чем твое пение. Вы в порядке? Превосходно. Чудно. Ага. А ну хер знает. Мне достаточно одного выходного лишнего. И она тут же раздувается, как воздушный шар. Но хотя это будут судить уже люди, когда выйдет это все дело, поэтому... Давненько не виделись, Том. Рад тебя видеть. Эй, у тебя с собой нет бутылки, Том? Если бы. Странные эти пули. Андерсоны, они, местные музыканты. Как раз ждем доктора Хартмана, чтобы он их забрал. Они сбежали из его клиники в особняке на озере Колдрон. Она вовремя подъехала. Задание выполнено. Вот ключ, а вот маршрут. Мой герой. Я раздобыла фонариков. На всякий случай. Эй, погодите! Миссис Вейк! Ваши ключи! Вот это поворот. Не закусочная, а психушка. Ты веришь в это место? Город просится на странице книги. Мы же вроде в отпуске, Элис. Я обмозгую, когда вернемся домой, хорошо? Обмозгую. Позже обсудим. С вами Падмей на KBFFM. Мне не хотелось это обсуждать. Хотелось зарыть голову в песок. Как раз под настроение. Раньше я был успешным писателем. Последнюю книгу я закончил 2 года назад. И больше не могу написать ни строчки.
А теперь о погоде. Ночь будет ясной, так что гости из Да-да-да, больших городов, подсморкаю посматривайте на мысли. звезды, что подмигивают вам с неба. Здесь становится довольно темно, но они осветят вам путь. Ну нету тут такой галочки. Блядь, нету. Ой. Ну что ж, будем выпиливать. Будем выпиливать. Ух ты, тут красиво, Алан. Ну да, ничего так. Не волнуйся, милая. Я провожу тебя в дом целый и невредимый до наступления тьмы. И у меня с собой фонарик. Я знаю, я в порядке. У Элис была фобия. Страх темноты. Я хотел убедиться, что мы будем внутри с зажженным светом еще до заката. Вот это фобия, нехеровая. Кто-то жаловался на дальность прорисовки в оригинальной игре. Не знаю, вполне себе нормальная дальность прорисовки. Так, женщина подождет. Я чувствую здесь термос с кофе. Остров был когда-то местом чьей-то любовной истории. Может быть, это повторится снова? А да, особенно Старый оптимизация. генератор был соединен с силовым кабелем. Свет включился. Молодец, милый. Я немного освежусь и разберу вещи. Хорошо! Я тут осмотрюсь немного. Конечно, наслаждайся. Это было чудесное место. Я убеждал себя, что смогу отдохнуть, выспаться и забыть о работе. Думал, что будем здесь счастливы. Ну, красиво, блин. Даже для игры 2010 года красиво. Единственное, что здесь некрасиво, это, блядь, сам Алан. Но то уже такое. А еще нельзя ли плечо поменять камеры? Что вообще, да, прямо? Не понял, что это значит. Ладно. Фальшфейер. Блять, фальшфайер. Это как Флюгенхайма какой-то. А, смена ракурса, там. О, слава богу. Алис? Милая? На комоде лежала коробка из-под обуви с книгами Томаса Зейна внутри. Я никогда о нем не слышал прежде. Старая дверь решила поиздеваться надо мной. Элис в темноту не вышла бы из дома. И у меня для тебя сюрприз. О, это мы любим. Сейчас, дорогая, поднимаемся. О. О. О, ну привет. Сюрприз — это не я. Он в кабинете. О, блядь. Иди посмотри.
Хорошо. Июль 70-го. Охереть. Так, кабинет напротив, по идее, да? Да. Сюрприз. Элис, что это? Я должна признаться. Я подумала, что смена обстановки поможет тебе писать. Черт, Элис, ты и все. Эй, дай мне сказать. Тут есть один доктор. Доктор Хартман, я прочла его книгу. У него здесь частная клиника. Он специализируется на лечении людей В искусства. психушку меня отправишь? Нет, все не так. Это не... Алан? Алан? Нет, не надо! Не хочу слушать! Твою мать, Элис! Проклятье! Я знал, что она не последует за мной в темноту, а мне нужно было побыть одному. Черт. Элис? Элис! Элис! Дом погрузился во тьму. Весь свет отключился. Ой, не в ту сторону. Элис, я иду! Все хорошо, я иду! Что за черт? Не подходи ко мне! Элис! Элис! О, нет! Очнитесь. Элис? Я очнулся в разбитом автомобиле с ощущением, будто попал в новый кошмар. Я не помнил, как попал сюда. Знал только, что с Элис случилось что-то ужасное. Телефон сдох. За помощью нужно было идти пешком. Среди вещей Элис была книга «Дилемма Творца» доктора Эмиля Хартмана. Смотря на книгу, я возвращался к той ссоре с Элис. Это мне не нравилось. А еще мне не нравилось самодовольное лицо мужика на обложке. АЗС было единственно верным решением. У них должен был быть телефон, и меня ожидал долгий поход через лес, чтобы добраться туда. Совсем долгий поход. Черт! Есть кто? Эй, кто-нибудь есть? Разбросанные листы бумаги оказались страницами рукописи погружения. Такое название я собирался дать следующему роману, который так и не начал. Автором значился я. Но я это не писал. Я не помнил такой работы. На странице был эпизод, где на героя в ночном лесу кидается убийца с топором. Погружение. Алан Вейк.
Человек повернулся ко мне. Лицо его скрывали тени, и во мраке окружавшего нас леса его почти не было видно, в отличие от запачканного кровью топора, занесенного для удара. Человек оскалился. Тени казались живыми и искажали его лицо. То была сцена из кошмарного сна. Вот только я не спал. Здесь кто-нибудь есть? Так, а Прошу, рукописи, я те, что попал мы в аварию. находим, сбываются. Это нехорошо. Свет, мелькающий впереди, был хорошим знаком. Может, мне не нужно будет спускаться вниз к АЗС, чтобы найти телефон? Здесь кто-нибудь есть? Прошу, я попал в аварию. Эй! Произошла авария. Мне нужна помощь. Слушай, мне нужно... О, человек. Топором. При бронировании необходим залог. Он не возвращается. Сочаса! Честному. Одержимый стоял передо мной. На нем невозможно было сосредоточить внимание, словно он находился в слепой зоне, разросшейся от повреждений в мозгу. Из него сочились тени, расползаясь, как чернильные пятна в воде, как облако крови от укуса акулы. Меня охватил ужас. Я сжал фонарик так сильно, как будто от этого зависела моя жизнь, молясь, чтобы он не дал твари подойти. Вдруг что-то произошло, и свет как будто стал ярче. Если гость не плевает, теряет залог. Это последний. Нужно было что-то делать. В любой момент Стаки мог начать крушить дверь, как Николсон в «Сиянии». Рекомендую скандинавскую ходьбу. Это последний. Польза для здоровья неоспорима. Участок шерифа убивайся. Алло? Алло? Избирайте Уровень холестерина. в крови. Это плохо. Их было еще больше. Моя голова гудела от травмы. Я никогда не стрелял за пределами стрельбища, а теперь я убил кого-то или что-то. Но тел не было. Они просто исчезли. Если я спал,
то сон был настолько реальным, что меня тошнило. Жутковато нарисованные надписи вдруг стали проявляться под светом фонарика. Кто-то прятал здесь ящик с припасами. Не, ну концепция прикольная. Темный лес был последним местом, куда бы я пошел, но выбора не было. Я должен был добраться до АЗС. Кроличий сезон. Оу. Так, куда дальше, значит, мы пойдем сюда сходим. Роуз знала, что слишком разговорилась, но ей было плевать. Она была убеждена, что краткая встреча с Аланом Вейком – лучшее, что с ней когда-либо случалось. Она смотрела, как он садится в машину вместе с женой. Какая она красивая, уверенная. Как легко, в отличие от Роуз, держится с Вейком. Эти двое были идеальной парой. Роуз бы душу отдала, лишь бы подружиться с ними. Ага, а я сейчас на перекур пойду. Это еще что было? Вот перед тем, как мы выясним, что это было, мы пойдем на перекур сходим. Так, ой, запалил экран. Продолжаем. Когда я увидел реку, стремящуюся внизу, что-то пробудилось внутри моей головы. Я осознавал, что должен найти способ перебраться. Я даже не хотел смотреть на воду. Тут у нас что-то есть. Подогревчики. О, термос. Не знаю, что он нам даст. Да-да.
Но оно еще кое-что дает с желудком связанное, но то такое. Барри Уиллер лез на стенку. Отчаявшись дозвониться Алану и Элис, он бросился в аэропорт. Может, конечно, они устроили себе второй медовый месяц, но Барри в это не верилось. Ал в последнее время был на взводе. Какая тут любовь? Барри знал Алана Вейка уже многие годы, и теперь нутром чувствовал, что-то случилось. Так, не будем спешить, зарядим немножко фонарик, чтобы батарейки не переводить. Стаки был все еще там, во тьме, преследовал меня. Колеса. Опасное занятие. Ух ты ж! Да, я помню. Далее опасная зона. Впереди лесопилка. У нас тайничок. Одержимые. Они одержимы. Одержимых переполняет тьма. Дробовик, пожалуйста. Не? Ну ладно. Лестница была сломана. Мне предстояло попасть наверх как-то иначе. У меня немножко другой жанр. Немножко кардинально другой. Батареек тоже максимум, да? Да. Я не мог здесь оставаться. Должен был быть еще путь наверх. Электричества не было. Генератор должен был быть где-то здесь, на лесопилке. Не, ну это да. Но и пал я в рот с хорроров. Блядь, вот этот урон от падения, это трешак. Хорроров я не особо впечатлен, скажем так. Со всей этой деревоперерабатывающей техникой что-то да можно было бы использовать, чтобы забраться.
Я сперва услышал, а потом увидел, как они с визгом пикируют на меня. Настигнутый облаком, я завертелся на месте. Секунду я смотрел на сотню мертвых глаз, блестящих в темноте. Я поднял фонарик, и стая взорвалась подобно фейерверку. Перья горели и превращались в пепел. За их криками я не слышал своего. Я сейчас вышел в воздух. Какая ночь. Вначале я находил страницы, казалось, случайно. Книга, которую я не мог вспомнить, была то ли ужасным и правдивым пророчеством, то ли актом творения, который заново переписал мир. Я начал лихорадочно охотиться за страницами, ожидая найти в них разгадку тайны. Заполучив эту разгадку, я мог спастись и спасти Элис. АЗС была все ближе. Ее огни приветствовали меня в этой тьме. Не хочу я теперь на АЗС идти после таких звуков. Желудку, потом жирюга, ну и затем на третьем месте звезда. Так. Ага, мне в эту сторону надо идти. Значит, мы пойдем в эту сторону. Да ёп. Да ёп. Так, дробовик это хорошо, но надо экономить патроны. Убежище. Вот, сука. А, не хочешь, да, вылазить? Ну, это же я думаю, что надо приберечь.
Ля, шифруется, ныкается. Куда вот он убегает? О, вижу страничку, походу. А вы заебете. Сука. Или прячется. Прикрывался он. Или... Я шагнул в гараж. Было темно и тихо. Здесь что-то случилось. Похоже, что его нарочно разгромили, или что там произошла серьезная драка. Свет лился в помещение через открытую дверь в задней стене, и я направился туда. И вдруг меня ослепила яркая вспышка. Старый переносной телевизор на полке сам собой ожил. Невероятно, но я увидел на экране самого себя, и там я говорил странные вещи. Так, похилимся. И идем дальше. Так, убежище у нас в этой стороне. Вот то туда и пойдем. О, патроны на ракетницу. И... Нагнетающая обстановочка. Вот, блядь. Мы наслаждаемся чудесами. А, это уже сработало. «Дом на озере Колдрон?» – переспросила она. Шериф смотрела на меня с подозрением. Через окна струился утренний свет. Я, наверное, ни за что бы не выбрался из леса живым без помощи шерифа. Однако я не мог сказать ей правду о том, с чем столкнулся прошлой ночью. Она решит, что я лжец или сумасшедший, посадит меня в кутузку и не поможет мне найти Элис. Понятно. Перезаряжаем. О, а вот и телевизор. Он сейчас должен включиться, и там должен буду быть я. Наука. Она дарует бессмертие тем, кто служит ей на благо всего человечества. Ньютон, Эйнштейн, Саган, короли среди людей.
Но цена подобного наследства непомерно высока. В Найт Спрингс. Сегодняшний эпизод — квантовое самоубийство. Если наши судьбы уже записаны, требуется смелость, чтобы изменить сценарий. Собрав пресс-конференцию, доктор Баркли Колвин собирается продемонстрировать такую смелость. Дамы и господа журналисты, я доктор Баркли Колвин. Рад приветствовать вас здесь, в институте Муркак. Сегодня я продемонстрирую вам многомировую интерпретацию квантовой механики. Как видите, это заряженный 9-миллиметровый пистолет. Он станет частью мысленного, а теперь и реального эксперимента. Так, мне интересно известного стало. как квантовое самоубийство. Он сказал самоубийство? Это настоящий ствол? Он шутит, да? Прошу, сохраняйте спокойствие. Нет никакого риска. Смотрите, что происходит, когда я приставляю пистолет к своей голове. Теперь вы можете подумать, что пуля не настоящая. Вовсе нет. Смотрите на горшок. Однако мне самому этот пистолет повредить не может. Каждое нажатие на спусковой крючок порождает две новые реальности. В одной из них пистолет выстрелил, а в другой нет. С помощью данной машины я обеспечил, что эта реальность всегда вторая. И я даровал самому себе квантовое бессмертие. Ни при каких обстоятельствах этот пистолет не может меня убить. Ух ты. Так, стоп. То есть вы говорите, что когда вы нажимаете на спусковой крючок в другой реальности, вы Да. умираете? Ну, да, конечно, но это совершенно не важно. В любой момент может произойти бесконечное множество событий. И все они где-то происходят. Важно то, что конкретное событие... Да ладно, он сейчас себя это... произошло здесь. Вы безумец, Колвин! Безумец? Безумец? Эй, провод должен быть подключен. Я об него споткнулся. Вы, глупцы! Узрите квантовое бессмертие! Да. Бедный доктор Колвин пал жертвой самонадеянности или людского невежества. Даровал он себе квантовое бессмертие. Менять свечи зажигания в автомобиле. Просто, как может показаться, это может быть опасно. Оба. А вот и он. О, нет. Даже когда кожух открыт, двигатель остывает часами. Это не двигатель проще простого. А последствия могут быть фатальными. Пересчитывать инструменталь после работы. Двигатели всегда следует начать работу профессионалу. Ох ты ж. Тело Стаки исчезло, оставив мне только пожизненные ночные кошмары.
При всем том, я еще должен был добраться до АЗС живым. О, термос. Ну, скажем так, от хоррора здесь мало, но что-то да есть. Я узнал парадную машину с оленем. Ну Я да. заметил ее, когда мы впервые прибыли с Элис в Брайт-Фоллс. После того безумия, что я испытал во тьме, огни АЗС успокаивали меня. И на какой-то момент нормальный мир стал восстанавливать себя. Должен был восстановить себя, давай так. Стаки плюнул на пол гаража и попытался вытряхнуть паутину из волос. Пара так и не объявилась, чтобы забрать ключи, и с тех пор началась какая-то муть. Странное чувство завладело его вниманием. Стаки посмотрел вверх и застыл. Его мозг тщетно пытался осознать открывшийся ужас. Он отшатнулся, уронил жестяную банку с маслом, и черная лужа разлилась по полу. Стаки сопротивлялся, но вскоре сдался. Давящая темнота поглотила его. У него слишком заумный слог. Я пишу попроще. День оленя был намечен через 2 недели после нашего приезда. И если дата на вывеске была правильной, я пропадал целую неделю, если считать от той ночи, что мы приехали. В гараже был бардак. Выглядело так, будто кто-то разгромил это место, или здесь произошла серьезная драка. Не, ну да, ну, блин, это... Я напишу. Я продолжу писать. Снаружи только тьма. Снаружи дома. Снаружи Война и мир истории, тоже тьма. стиль такой, Я а могу муть чувствовать мутью. ее присутствие во тьме. Вот сейчас я могу уловить ее парфюм в комнате. Я найду ее, исправлю все. Я верну ее назад. История станет правдой. Если остановлюсь, потеряю ее. Ух ты. Я не мог поверить в это. В телевизоре был я. Говорил бред. Я терял рассудок? Так, 68-й ежегодный день оленя с 15 по 18 сентября. Игры и развлечения. Ну да. Так, ой. Не пропустите легендарный парад на День оленя. Кривозубый Чарли днем и невиданная мистическая фантасмагория Монтгомери вечером. Господи. Мы продаем пропан. Молодцы. Управление шерифа Брайт-Фоллс. Чувак, выручайте. О, слава богу, шериф. Шериф Сара Брейкер. А вы? Я Алан Вейк. Послушайте, я попал в аварию. Моя жена Элис, она исчезла. Спокойнее, мистер Вейк. Мы поселились на острове, на озере Колдрон. На озере Колдрон нет острова. Он затонул еще в 70-х. Пожалуйста, я могу вас отвезти, ладно? Вы, похоже, сильно ушибли голову. Вы в порядке? Послушайте. Мы разберемся. Садитесь в машину. Сейчас мы заедем на озеро, а потом отправимся в участок. Хорошо? Мистер Вейк, вы не видели Стаки, хозяина этого места? Грохнул. Я понимал, что нельзя говорить о случившемся в лесу. Она бы мне не поверила, а значит, не стала бы помогать искать Элис. О, это было в книжке написано, что мы находили. Прикольно.
Ну да, по сути так. Алан Вейк. Я приехал в Брайт Фоллс со своей женой Элис. Спасибо, что поехал. Тоже по эпизодам сделаем. Вот. Сделаем тоже по эпизодам. Поэтому спасибо за просмотр. Пошел я фармить Elder Scrolls. Все тогда. Доброй ночи.